страхование жизни сколько будет стоить? А страхование жизни обычно стоит 10% той суммы, о которой мы поставим как основа. Например, для 1 миллион где-то могло бы стоить 1000 колонов. Всем привет, это Коста-Рика, и мы встретились с Педро, коренным жителем Коста-Рики. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали! Педро, расскажи, пожалуйста, откуда ты знаешь русский язык и как давно ты учился в СССР? Ну, в 80-х годах я был в Москве, учился в университете Дружбы народов. Я учился там на агронома. 6 лет был там, и тогда начал учиться на подфаке сначала. Целый год учили только русский язык, а потом уже начались предметы по Много костариканцев было у вас? Ну, когда мы ехали в 80-м году, это было 1 сентября 80-го года, мы ехали 17 человек вместе с Коста-Рики. Но когда мы собрались для того, чтобы ездить, там были собрания. Прежде этого были несколько собраний и несколько реквизитов для того, чтобы все было норм. Там было где-то 300-350 человек, которые собирались ехать тоже. Очевидно, не все ездили, но одни были в город Москвы, другие в Ленинград, другие даже в Киев, другие в разные страны, разные места. Да. И несколько стран, потому что там тоже были, которые ездили в Чехии, в Германии, это демократическая Германия в то время, да, и на Кубу тоже ездили, и в разных странах. Да. Именно в СССР. У вас 17 человек приехало, все закончили? В Москву? Нет, на первой неделе, самое интересное, что на первой неделе один из них уже обратно поехал, не выдержал. Там наверняка из-за того, что питание далеко от дома. А какое питание? Что, в СССР было плохое питание? Нет, для меня прекрасно, но есть люди, которые не привыкли. Борщ есть? Борщ есть, наверное. Или наверняка привыкли очень на свое местное питание. Плата на средства? По-моему, больше всего можно было назвать какие-то причины для того, чтобы ездить обратно. Но на самом деле не были подготовлены. Этот человек не был совсем подготовлен. В СССР рис... Возвращался так просто. В СССР рис был, курица была, да. Бобы были. Для вас даже труднее жить здесь с некоторых продуктов, без некоторых продуктов. А здесь вообще много что есть другого. Но, например, здесь гречки нету. Надо импортировать. Здесь картошка есть, рис есть. Но вообще для меня это не было проблемой питания. Тяжело было русский учить? Нет, не очень. Конечно, это не так нелегкий язык. И тем более, что мы были не слышали раньше. До того, как мы ездили 3 месяца, мы учили немножко русского языка, но это было совсем фразы просто. Привет, как дела? Меня зовут Педро. Такие вещи могли бы мы научиться здесь.
Но это, например, здесь, в Коста-Рике, мы слушаем обычно английский, например, немножко французского, может быть, немецкого. И тогда, потому что есть группы здесь, которые живут, итальянцев, например, тоже. Тогда можно немножко этого слушать. А русских в то время не было. Было очень мало. Даже у нас был культурный центр русского, Центр культурал косtarricense советику, так назывался этот институт. Там мы собирались, там мы учили немножко русского языка и готовились ехать. Самое интересное, мне было 17 лет в то время. И тогда, когда я приехал, там не знал, это совсем другой конец мира, да? Где тебя не знают, ты не знаешь никого. Просто мы были так знакомы только с людьми, которые ездили вместе. И знакомились только 3 месяца, прежде чем ехать. Да? Так что было немножко страшно, да? Но как, привыкли. когда закончили, работали еще в Москве или нет? Нет, там закончили и ездили обратно. То есть у вас обязательно направление отучились и работать надо у себя в Москве? Да. Там практики были, конечно. Мы ездили в Казахстан учиться, кончить учебу. Там и работали немножко из-за того, что это практика была. И были тоже в Кишиневе, в Молдавии. И были практики другие места для практики. Я обычно был только в Молдавии и в Казахстане. Агрономом в Коста-Рике работали по специальности? Немножко. Совсем немножко, потому что было сложно найти работу. Потом начал работать на защиту природы. Здесь близко есть офисы, где работают над защитой природы наших гор, Сказузских гор. Потому что это как резервуар, или как это называется, для воды, потому что оттуда просто такие ресурсы есть, тогда надо их охранять. Но с этим очень трудно в Коста-Рике, потому что в 70-х годах открыли все эти парки, национальные парки, заповедники и так далее. Но без бюджета остались многие места, и тогда без бюджета трудно работать. Образование, которое в СССР получили, оно вам помогает вообще по жизни? В общих знаниях, да. Но сейчас я работаю страховым агентом, так что это совсем другая область жизни. То есть вы страхуете квартиры, машины? Машины, квартиры, могу страховать жизнь, медицинские страхования есть. Но в основном дома и тоже для обязательных страхований, как, например, страхование для работников. Предприятие тоже, да? Да, для предприятий. Сколько стоит страховка автомобиля на месяц? На месяц зависит от того, сколько покрывания поставить, например. Если самое основное, где-то $20, а дальше, может быть, это все зависит от стоимости машины самой. И тогда может быть до $50 или до $100 или больше, смотря по машине. А страхование жизни сколько будет стоить? А страхование жизни обычно стоит 10% той суммы, о которой мы поставим как основу. Например, для 1 миллион где-то могло бы стоить 1000 колонnes. Страхование квартиры? А квартиры где-то может стоить, я могу говорить колонnes. Ага. Да. За каждый миллион колонnes стоимости стройки, потому что площадь земля не страхуется. И стоит примерно 3500 примерно за каждый колонн за год, за каждый миллион. За год. Это дешевле страховать дома, потому что они не двигаются. Не те же
проблемы. Русский язык вам помогает в Коста-Рике вообще? Но дело в том, что многие русские передают между собой мой номер телефона, чтобы помочь со страхованием. Говорю по-русски, иногда это помогает, конечно. Но много здесь русскоговорящих сейчас? Сейчас стало больше, думаю. Сколько Мне считаете? сказали однажды в прошлом году, что русских где-то 20 тысяч в Коста-Рике. Ну, не знаю. Точный номер не знаю. Наверняка больше. А чем вообще привлекает Коста-Рика, что сюда приезжают русские, иностранцы? Что здесь такого уникального? Климат помогает. Стоимость жизни не очень. То, что у нас армии нету и нет обязанности служить в армии, это хорошо. То, что когда родится ребенок здесь и сразу станет костариканцем, и это помогает получить ВНЖ, ПНЖ и жить здесь. Помогает. Например, для детей у нас бесплатно медицинское обслуживание. Обычно так, если есть какое-то происшествие, в госпиталях обслуживают бесплатно. То есть медицина у вас развита, качественная? Ну, говорят, что да. Вы сами обращались? Сами обращались в поликлинику, в больницу? Да, недавно совсем. И как? Очень хорошо. Для меня обслужили очень хорошо. Есть люди, у которых нет такого же мнения, но дело в том, что если частная медицина, это очень дорого получается. Ну, вы обслуживаетесь бесплатно, правильно? Нет, я плачу ежемесячно. И сколько ежемесячно вы платите? Сейчас плачу примерно $85 в месяц. Это как страховка получается? Да, это как же даже обязательное страхование. Но это есть два системы страхования, которые в Caja del Seguro мы называем, и есть страхование уже частное. ИНС, например, делает страхование частное для частного обслуживания и для сервисов ИНС, которые ИНС. А в Caja это уже обязательно, потому что по законодательству у нас есть кодекс такой, что просто необходимо для человека, кто нанимает на работу работника, обязательно платить не только страхование в Caja, а страхование для несчастных случаев. Это $80. ИНС. $80 в месяц. То, что Caja. Я тоже плачу если я риски работы. Если я хочу купить частную страховку, она сколько будет стоить на месяц? Частную страховку для ИНС, например, есть такое $2 миллионов. И может стоить год примерно, смотря по возрасту, да? Это по возрастам, 30, если мужчина лет. или женщина, разные цены. И тогда примерно может быть от 1000, это самое младшее, например, когда еще нет 18 лет, тогда может быть примерно 1000 в год, а может быть до 3-4 тысяч в год. Долларов. Да, извиняюсь, долларов. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей.
5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встречи или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверитесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Как здесь с преступностью? Ну, все люди говорят, что трудно с этим. Безопасно вообще здесь? Но для меня да. Но местный. А для иностранцев может быть сложнее с этим. Например, я очень редко езжу в Сан-Хосе, в центр, потому что там я знаю, что не так безопасно. И не в такие часы, чтобы не было опасно. Да, А в чем проблема? Правительство с этим не борется? да, борется. А что так медленно борется? Да, у нас законы такие сложные, что, например, если преступника поймают, может быть, на следующий день уже свободны. Из-за того, что законы такие, еще нужно работать под этим. Президент Сальвадора всех посадил. Ну, это... Есть люди, которые думают, что на его взять сюда, чтобы он решил эти наши проблемы. Все страны Латинской Америки этого президента к себе хотят. Хотят Я знаю, но Панаму, хотят это тоже очень Колумбию. жутко, да? Потому что, и надо иметь бюджет для этого, и надо закон как... Меня немножко, но соблюдать. Проблема иногда в соблюдении. Соблюдать закон. Вас не раздражают иммигранты, что их очень много сюда приезжают? Из-за этого же и Нет. поднимается цена? Нет, меня не... Я не чувствую угрозы от этого. И потому что, например, у нас очень много живут здесь никарагуанцы. Да. И они приезжают работать. И в основном они работают в тех местах, где даже костариканцы уже не хотят работать. И получат зарплаты, это не очень удобно. Это какие Об места? этом не очень удобно говорить. Например, для работников по чистке домов, домохозяйки, как домашних делах, для сбора урожаев, например, работы в самой на поле. Для этого очень многие тоже приходят для строек. Да. То есть костариканцы не хотят работать? Не хотят, потому что сложна работа, да, и грубо, и получат мало. А у нас, оказывается, уровень учебы можно как-то повысить, и тогда люди становятся более технически учиться, и тогда получат лучшую зарплату. Или ехать и работать в другом месте, где можно получить побольше зарплаты. Как вообще костариканцы относятся к русским? Хорошо, я думаю, что очень хорошо даже. Хорошо? Да. И не только к русским, а просто к иностранцам. Например, у нас есть люди, которые не очень любят никарагуанцев. Из-за того, что... Они работу забирают? Может быть, есть такие. Но не так сильно. Даже это чувствуется больше в шутках, чем в самом деле. Мы же не протестуем против этого. Ничего, просто даже нанимаем их на работу и помогаем им. И у меня много клиентов. Да. Я говорю о них, потому что самое большое число людей, которые иностранцы живут здесь, это из Никарагуа. А они очень быстро превращаются в костариканцев тоже. А почему они из Никарагуа сюда приезжают? Работу. А в Никарагуа Да. нет работы? Зарплат мало.
меньше там, они здесь получат больше. И очень многие берут эти деньги и поселяют в свою страну. Домой. Да. Сюда приезжают на заработки. Да. И есть даже система для того, чтобы они приехали и работали здесь. Но это уже... Ну, есть и официальные пути, и неофициальные. Поэтому у нас бывает... Давно были в России? Кто? Я? Ну, в 80-х годах. Больше не было? Больше не был. Нет Да. желания посетить? Ну, конечно, хочется. Так надо собраться. Да. Ну, для меня русские как братья, поэтому я люблю очень говорить по-русски. Еще учусь немножко, ну, потихонечку, потому что у меня набор слов не такой большой, что разговаривать. Даже есть словарь, который я уже забыл немножко почитать. А диаспора у вас большая? Это костариканцы, которые закончили институты в СССР. Если собрать их, наверняка много. Больше 100, наверное. Общаетесь? Но, которые общаемся, где-то 30 человек, может быть, до 40, не больше. Но это не только те люди, которые говорят по-русски, а просто учились В разных странах. В разных странах, да. Есть ассоциация для этого. Ваши рекомендации. Вот если русскоговорящие хотят приехать в вашу страну, в Коста-Рику, какие бы вы дали рекомендации? Что с собой взять, что делать? Во-первых, языковой барьер большой. В смысле, здесь люди даже удивляются, что разговаривать, как по-русски разговаривать трудно. Которые английский говорят, тоже не так много. В Сан-Хосе и в окрестностях, конечно, есть люди, которые говорят по-английски, тогда можно с этим жить. Но если не знаешь местный язык, то лучше всего, конечно, начать с этого. И тоже сложно с тем, что здесь дороже, что, например, для того, чтобы найти жилье, это не так просто. Да, Как готовиться к этому? Как готовиться к этому? Во-первых, надо иметь какой-то капитал. Заранее, да? Да, сберегать деньги, чтобы можно было здесь. Потому что тоже с работой здесь очень худо для иностранцев. Тяжело устроиться. Тяжело, да, конечно. Потому что найти работу и еще, чтобы дали право работать. Потому что если, например, у тебя есть сын, учится в школе, ты можешь получить право жить в Коста-Рике, да? Но не дают возможность работать. Для тех, которые это легче становится, это те, которые работают удаленно. Если удаленно есть работа и можешь получать зарплату и так далее, есть средства для этого, тогда можно здесь жить. Но очень многие тоже приезжают, становятся и потом передумают и тогда двигаются в другие страны. Тоже. Бывает всего, да. Вот такие рекомендации от Педро по поводу Коста-Рики. Нужно брать мешок денег, да? Или удаленно работать, это тоже помогает. Либо удаленно работать и приезжать в Коста-Рику. Оставить вопросы, пишите в комментариях. И до новых встреч. Пока.